Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня я решила собрать вопросы, которые скопились в комментариях под моими видео, и ответить на них. Сегодня я выбрала несколько вопросов, которые касаются закваски, ее выведения, ее ведения, кормления и прочих моментов, связанных с работой с заквасками. И первый вопрос: зачем нужна ржаная мука в пшеничной закваске? Когда мы выводим пшеничную закваску, в самом начале я добавляю ржаную муку. Дело в том, что закваски на ржаной муке вообще гораздо проще и быстрее выводятся, и легче получается. И ржаная мука более благоприятная и более питательная для культуры закваски. Поэтому мы ее добавляем в начале как катализатор брожения для ускорения, для начала процесса брожения в нашей закваске. Потом мы постепенно перекармливаем закваску на пшеничную муку, она к ней привыкает и начинает в ней жить. Но в самом начале мы добавляем ржаную. Можно начинать сразу с пшеничной, но так просто будет быстрее и удобнее. Вопрос второй: можно ли делать закваску не на цельнозерновой муке? Что касается цельной зерновой муки, почему мы используем ее именно? Вначале немножечко такое лирическое отступление о том, что же все-таки такое культуры закваски, откуда они берутся. Дело в том, что в нашей закваске живут дикие дрожжи и молочно-кислые бактерии, которые живут в природе, они оседают на фруктах, на ягодах, на злаках. То есть они не берутся ниоткуда, они живут в природе, и мы их просто разводим в этой вот питательной среде, которую создаем, и они начинают работать на подъем теста. Вы наверняка замечали такой матовый налет на ягодах винограда, на яблоках, на сливах. Когда его стираешь пальцем, он стирается. Это как раз налет диких дрожжей. Они имеют несколько функций. Они в том числе защищают фрукты и ягоды от преждевременной порчи, от гниения. И вот эти вот культуры, они точно так же с ветром, с дождем оседают на поля, на пшеничные, на ржаные и остаются на оболочке зерна. Так вот, в цельнозерновой муке содержатся оболочки зерна. Она поэтому и называется цельнозерновая, потому что зерно смалывается целиком вместе со всеми оболочками. И все, что содержится на оболочке, попадает внутрь муки получающейся. Если у нас мука обойная или обдирная, когда снимается верхняя часть зерна, снимаются оболочки, отсеваются отруби, остается только серединная часть зерна, то тогда в эту часть попадает малое количество той микрофлоры, которая находилась у нас на поверхности зерна, и на обдирной, на муке высшего сорта гораздо хуже будет получаться закваска, просто потому что там гораздо меньше этих самых культур, которые попали на зерно в процессе его выращивания. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли делать на нецельной зерновой муке, можно, но это будет гораздо дольше, сложнее. Вероятность того, что не получится, гораздо выше. И хотя бы запустить процесс брожения, сделать его стабильным, надо на цельной зерновой муке, а уже потом можно переводить на любую другую, когда у вас колония ваших микроорганизмов вывелась и стабильно растет. Следующий вопрос: зачем в закваске нужен мед? Дело в том, что микроорганизмы, они любят сладкую среду, она для них питательная, и они лучше и с большим желанием и скоростью размножаются именно в сладкой среде. И опять же, мед служит таким ускорителем, катализатором брожения, он служит дополнительной подкормкой для культур наших заквасок, для молочно-кислых бактерий и для дрожжей. В этой сладкой среде они размножаются гораздо быстрее, гораздо интенсивнее, и мы быстрее добиваемся нужного результата. Поэтому в самом начале мы добавляем мед. И еще один вопрос: при выведении левита мадры зачем нужны фруктовые соки либо фрукты? Возвращаясь к предыдущему вопросу, стоит повториться, что сладкая среда очень питательна для культур наших заквасок. И еще чуть раньше я говорила, что на поверхности фруктов, ягод оседают те же самые дикие дрожжи и молочно-кислые бактерии, которые нам нужны для брожения нашего теста. Так вот, когда мы выбираем фрукты для
левита мадра, мы понимаем, что эти фрукты несут две функции. Первое – это создание сладкой среды. То есть мы должны выбрать обязательно сладкие фрукты. Это могут быть яблоки, это могут быть груши, это может быть виноград, это могут быть персики, абрикосы, ананасы. Ананасы, кстати, в меньшей степени, но тоже. Кстати, это, скорее всего, не могут быть бананы, несмотря на их сладость. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что мы, когда берем фрукты и ягоды для левита мадра, мы их не моем, мы их не чистим. Это обязательно должны быть фрукты, выращенные без химикатов, без химических обработок. Желательно из наших садов, местные, от знакомого садовода, либо ваши собственные. Тогда мы можем быть уверены, что, во-первых, там не содержится никаких антибиотиков и химических веществ, которые убивают наши молочно-кислые бактерии и дрожжевые грибки. Во-вторых, если мы не моем и не чистим, мы сохраняем всю ту микрофлору, которая содержится на поверхности фруктов и ягод. И эта микрофлора, она тоже попадает в закваску, и она обогащает ее, делая композицию еще интереснее. То есть мы, с одной стороны, получаем микрофлору с поверхности пшеницы, и с другой стороны мы получаем микрофлору с поверхности ягод и фруктов. И вот они все вместе начинают жить в симбиозе, взаимодействовать. В итоге, в конце концов, подружатся и создадут вашу закваску. И эта композиция потом с успехом будет поднимать ваше тесто. Почему не годятся, например, бананы, несмотря на то, что они сладкие? Мы бананы, когда берем, мы счищаем всю корочку, счищаем кожицу. Плюс они идут к нам издалека, их наверняка где-то моют после сбора, их как-то обрабатывают, чтобы они дольше хранились. Поэтому вот такие фрукты использовать нежелательно. Все-таки лучше берите наши, местные, дождитесь сезона, купите местный виноград, если он есть в вашей местности, либо купите привозной, но российский, краснодарский виноград из Ростовской области, из Волгоградской области. Либо это могут быть яблоки местные, либо привозные, которые недалеко от вас выращиваются. В принципе, любые ягоды и фрукты. Критериев 4, как я уже назвала. Они должны быть сладкие, они должны быть спелые сладкие, они должны быть сладкие, они должны быть не обработаны никакими ядохимикатами, они должны быть не чищенные, и желательно, чтобы вы знали, где они выращивались. То есть они должны быть безопасные и вкусные. Вот для этого нам нужны фрукты. Опять же, они являются первоначальной подкормкой, катализатором и элементом, обогащающим композицию нашей закваски. На сегодня это все вопросы, которые я хотела разобрать. Если у вас возникают какие-то уточнения, сомнения, пожелания, что-то хотите вы еще подробнее разобрать, пишите в комментариях, будем разбираться, будем учиться печь, испечем еще много всего интересного. В следующий раз разберем новые вопросы.